Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Июнь 2025. События на пороге. События с первых дней месяцев и знаки судьбы. И несколько раньше я решила сделать этот расклад, и вот по какой причине. Скорее всего, события конца мая месяца и июня будут увязаны воедино. Вряд ли мы сможем провести четкую грань. И, скорее всего, те задачи или вопросы, или то, что вы хотите осуществить, или думаете над чем в мае, или ситуация, может быть, какая-то вполне конкретная сложилась, когда вам нужно решить какую-то проблему. Это получит возможность разрешения уже где-то в июне. Это время, когда мы делаем выводы, по сути дела. Мы тут можем что-то и поменять, потому что проясняется в целом какая-то обстановка. Или вы сами что-либо проясняете. И основная концепция настроится в вопросах, что я уже проделал, или какую я работу выполнила, и какой итог я получила. Вот какие итоги или какие выводы я теперь могу сделать. И в зависимости от этих выводов вы можете что-то тут реструктурировать, переделывать, переигрывать или для себя даже какое-то новое направление выбирать. Но для вас, мои дорогие, на июнь, доброе небо июня вообще открывает палитру возможностей не на один год, поверьте. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть у меня статья «События до конца 2025». Июнь-июль. Почему будут важны вот эти 2 месяца? И это где-то формирование тех вопросов, которыми нам придется заниматься до конца 2025 года. Ну и гороскоп на июнь прочитайте. И я думаю, подсказок будет больше. Мы идем вперед. События на пороге, как заявлено. Что же там за событие, что пытается войти в вашу жизнь, что идет в вашу жизнь, можно сказать. И события с первых дней месяца. Ну, где-то олицетворение тех тем, которыми нам с начала июня придется заниматься. Знаки судьбы. 3 знака судьбы, как подсказки. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третья подсказка в виде знака, на что обратить внимание. Перемешаем с вами карты и продолжим. Что придет на ваш порог? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Итак, события на пороге. Выбор, мои дорогие. Ну вот то, что я сказала до карты, тут ни разу нельзя замечтаться, потому что по 7 кубков иногда это карта иллюзорного успеха, а иногда все же о сложном выборе это говорит карта, потому что много эмоций. И вроде бы и есть возможность, самое главное, да. Не было бы возможности, выбора бы не было, а возможности, безусловно, будут. Но выбор этот сделать нужно как-то рационально, не основываясь на эмоциях. Здесь нужно правильно что-то просчитать, увидеть, что есть в реальности, или задать себе пару вопросов, что может быть продолжено, что может мне служить именно прогрессом. Не совсем вот в эту минуту, что нас наполняет, а тут правда, по этой карте хорошее настроение уже как будто обеспечено. Оно-то вот и может создать, кстати, вот эти иллюзии. Или что хочется расслабиться, да надоела уже какая-то многозадачность, или устал, или устала, да. Но есть, видимо, те вопросы, которые требуют рационализма. События с первых дней. Но вот правда, решение нужно принимать. Кстати, это решение может быть связано с тем, что вы получите как какую-то новость, или придет информация. С чем или какая будет эта новость? У кого-то письмо конкретное, да. И, может быть, по вопросам дел, работы вашего бизнеса и денег нужно принимать это решение, но есть еще какие-то неопределенности, и вам придется, к примеру, что-то узнавать, может быть, и отправляться в какие-то инстанции, возможно, чему-то словно научиться или перестроить ваш бизнес, самому перестроиться, может быть, изменения и на работе, как изменение графика работы. Попажу мы действительно учимся или адаптируемся, мои дорогие, к какой-то ситуации. И жезлы, дела, работа, бизнес и деньги, значит, есть какие-то особенности, которые нужно учитывать. Или связать воедино, чтобы получился какой-то красивый узор. С одной стороны, это ваши цели, намерения, желания,
Ну и с другой стороны, опять же, какая-то реальность. Но для кого-то это будет означать, может быть, и новый человек в вашей жизни по части взаимодействия, каких-то контактов. Может быть, это, опять же, или ваш бизнес, или человек, который в вашем коллективе тоже новый, и какие-то новые идеи он выдвигает, кстати, да, в начале месяца. Кто знает, может быть, это как новый проект на работе, и вам будет предложено руководить или заниматься, участвовать в этом проекте. Элемент новизны всегда идет по пажу. И, естественно, значит, мы чего-то еще до конца не знаем или, может быть, не умеем в нужной мере. Ну, так значит, узнаем, научимся. То есть, ну, есть элемент того, что нам приходится, повторяюсь, адаптироваться к чему-то или разузнавать, обучаться. Здесь у каждого по-своему. У кого-то может быть и вообще новое направление в виде деятельности, или вы будете, ну, реструктурировать тут что-то, если это ваше личное дело, творчество или, повторюсь, бизнес. Перемены, по сути дела, они есть. И вот это решение важное или выбор, который вы делаете, как будто последующим потребует доработки. Знаки судьбы. Первый знак судьбы. 4 жезлов. Люблю эту карту. Посмотрите, какая красивая. Праздник после победы. И 4 жезла – это уверенность, это якорь. Это действительно у вас что-то получается. Понятно, что человек на 100% вообще, в принципе, не бывает доволен. Но если так вот объективно посмотреть, доброе время, доброе небо июня вам тут помогает привести в какой-то баланс саму жизнь, да, или обустроить что-то, или, может быть, это вопросы работы, по финансам. Вы вообще себя будете ощущать, это как знак судьбы, уверенность. И вот эту уверенность, ее нужно обязательно продолжить, ведь об этом говорит нам карта, чтобы это было не на один какой-то короткий период времени, а чтобы вы сумели от этой уверенности оттолкнуться словно и построить наиболее удачную форму или формулу собственного успеха, то есть переложить это на какой-то прогресс. Но карта очень добрая, и когда тут у нас вот именно все в балансе, и взаимоотношения, и труд, ну и деньги тоже. А для кого-то это может свидетельствовать о том, что вы обустраиваете что-то дома. Или, может быть, и есть какой-то конкретный праздник, да, в июне месяце для вас, потому что, ну, что-то складывается неплохо, или есть еще и взаимопонимание. Может быть, дома вы, опять же, делая жилье более комфортным, вам это тоже приносит и уверенность, и радость. Ну, позитивная энергия. Вот такие знаки судьбы. Второй знак судьбы. А вот обратите внимание, вот в этой колоде интересная карта повешенный аркан, да? И, кстати, он совершенно не повешенный. Если мы вот так повнимательнее присмотримся, человек, он не висит, и он не перевернут. И значение в этой карте немножко другое. Сам держится за перекладину, а вверху часы. Ваше время пришло, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Пора. Пора выходить из какой-то обособленности или открыть перед собой новые горизонты, перспективы, расширить кругозор, может быть, дистанцию путешествия у кого-то и так. Это новые возможности. И если прежний период даже состоял из ограничений, ну вот теперь именно пора выходить из этих ограничений. Что-то уже завершилось. Часы, как будто все стрелки сойдутся в высшей октаве, говорят о том, что ваш выход на авансцену, мои дорогие. И астрологически это так и есть тоже. Добрая энергия. Посмотрите, 3 знак судьбы. Ну, все то, что я говорила, тут нечего добавить. Да, определиться с чем-то нужно. Но я бы сказала, это какая-то траектория успеха для вас. 6 пентаклей, карта финансового успеха. Значит, в каком бы состоянии ни были ваши финансовые дела, тут можно и обустроить, и решить какой-то вопрос. Может быть, подписать важные документы, которые касаются финансов. Или пусть они касаются жилища, например. В конечном итоге это тоже мы можем свести. Жилье, имущество – это как финансы, деньги. Или откуда к вам приходят деньги. Самые разные вопросы, потому что вы все разные. Хоть и объединяет один знак зодиака. Единственная эта карта, она, знаете, работает в одном только направлении. К примеру, если вам нужно
Нужна, допустим, сумма денег для того, чтобы погасить кредит или осуществить какой-то очень важный для вас платеж. Карта будет говорить, что в вашем окружении и есть такой человек, который готов прийти на взаимопомощь, выручку. Но если у вас кто-то просит деньги, одолжи, дай взаймы, тогда эта карта не предусматривает. Она, более того, она говорит, что тут лучше кумулировать. Почему? Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Видеть на пару шагов вперед. Удачное время по финансам и, в принципе, по вашему успеху. Но вы люди очень интуитивные, поэтому просчитывайте что-то. Это не в плане позиции какой-то глубокой философии, рассуждений. Нет, тут вполне конкретно, потому что это практика. Что жезлы? Это, да, намерение, но это вполне наша реальность. 4 жезлов, 4 столпа. Я говорила, как якорь, и он вполне материален. Но, а по 6 пентаклей, опять же, какая-то практика и материализм. Решение каких-то материальных вопросов. Вообще знаки судьбы, вот в центре карта, когда мы с вами сказали, пора, ваше время пришло. И те карты, которые легли по бокам, это подтверждают. Что же придет, давайте узнаем. Ну, вообще, 15-й старший аркан – это и есть материализм. Я могу сказать, если деньги какие-то задерживались, именно заработанные вами деньги, но по каким-то причинам не сработали системы взаиморасчета или задержались, или там что-то с документами не было готово, ну, 1000 причин. Скорее всего, вы эти деньги получите, да. Но, знаете, пусть, может быть, даже если с опозданием, кстати, вот такое может быть, но вы и выйдете из какого-то положения, как я говорила, есть человек, который выручит, и деньги все-таки находят своего хозяина, будем говорить так. Но эта карта, ведь, знаете, той силы желания, когда мы можем включиться в какую-то игру, и карта как предупреждение. Контролируй все, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Конечно, по этой карте может свидетельствовать еще и связь с конкретным человеком, когда страсть, мои дорогие, страсть или какие-то эмоции, которые чересчур. Поэтому что приходит? Много эмоций будет, это верно. Но разграничить, видимо, чтобы не замечтаться. Да, и мы говорили, карта иллюзорного успеха. А это чаще бывает на восторге или на эмоциях. И вот где-то про эмоции 15-й старший аркан нас как раз и ловит на эти эмоции, а потом начинает свою игру манипуляций, и мы уже можем чувствовать себя словно марионетка в чужих руках. То есть вот такие сложные энергии – это старший аркан, который вам говорят, вы с ними можете столкнуться в июне. Но, как любая карта, она имеет множество значений. Так вот, на деньги, которые задерживались, это первый положительный момент. А еще, мои дорогие, физическая ваша активность. Вот всегда 15-й аркан говорит о том, что физических сил у нас будет достаточно. И поэтому это как приток жизненной активности. Ну и вот это жизненное, знаете, как ощущение собственной силы, что вы сейчас многое можете совершить. У вас как будто действительно на все хватает сил. Но если сказать, что переоценить себя было бы правильным, то, скорее всего, нет. Потому что какая-то игра может перейти в опасность. Поэтому, знаете, просчитывайте как и свои собственные ходы, так и помните, что где-то эмоции могут вас так захлестнуть, создавая вам какой-то фон иллюзий. А что же уйдет? Ну и пусть уходит, правда? Не удерживайте то, что пытается словно от вас оттолкнуться. 13-й старший аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. Это карта трансформации. Неизбежно. Вот, может быть, как люди, например, да. Мы ведь никогда не знаем, надолго в нашу жизнь пришел человек или на какое-то время. Не всем суждено стать спутниками нашими, да, ну и мы тоже не можем быть надолго в жизни определенных людей. Но нас жизнь сводит на какой-то период, этап времени, чтобы мы как-то правильно провзаимодействовали. Но наступает час расставания, прощания, потому что мы уже не видим, что есть какой-то прогресс на дальнейшую перспективу. И вот нам карта говорит, то, что тебе уже сейчас мешает, или то, что тебе сейчас словно сдерживает, что уйдет. Вот это как раз пытается от вас оттолкнуться. Поэтому не удерживайте искусственно
как и какие-то ситуации, а может быть и людей. Или сами, рядом 15-й аркан, мы можем находиться еще во власти собственных суждений, представлений о мире, а вокруг уже все меняется. И нам может казаться, что мы абсолютно в чем-то правы, а мы словно находимся в золотой клетке и не видим, а как же вообще и мир меняется, или какие тенденции мира. Поэтому держать для вас руку на пульсе будет очень важно. Правда, есть от чего закружиться в голове, потому что что-то у вас тут будет хорошее. Но, видимо, вовремя себя переключить в какую-то реальность – это задача. И все же, если что уйдет, если что-то уходит из вашей, как прошлой жизни, не удерживайте, мои дорогие. Неважно, с чем это будет связано. Может быть, это и разочаровывающие какие-то эмоции. Меня смотрят люди из разных стран. Может быть, и это какая-то даже потеря близких. Я такое тоже могу предположить, но тогда помните, жизнь берет свое. Она идет вперед. Она ставит какие-то новые задачи. И, может быть, вам суждено было пройти какой-то сложный жизненный этап, чтобы началась ваша жизнь как с более правильной ноги или в каком-то совершенно в новом ключе. Мы привыкаем к чему-то, и это нас тоже делает своеобразными заложниками наших убеждений или где-то нашего счастья. Есть вот такое суждение, когда, знаете, человек приходит в жизнь, и словно за одну жизнь он проживает не одну жизнь, а его настолько как-то лихорадит, или он проходит, пусть это не ко всем, конечно, относится, но кто-то со мной согласится. Когда ты что-то развиваешь, чем ты занимаешься, пусть это работа, пусть это отношения, но наступает какой-то пиковый момент, когда у тебя все рухнуло. Потом следует период, пока ты адаптируешься, пока ты придешь в себя, вот, да, вот как по этому аркану. И ты начинаешь все время как будто заново, с нуля. И тем самым ты проживаешь не одну жизнь, а как будто несколько. У кого-то более размеренно, все понятно, все, ну, как-то обустроено, обусловлено, да, начало, продолжение, а у кого-то это синкопа бесконечная, и жизнь напоминает американские горки. Вот, наверное, вот для тех особенно мой сегодняшний расклад. Хотя где-то эти энергии могут касаться и всех остальных, потому что есть выбор. Что же будет продолжаться? А вот то, что вы сочтете сами продолжить. Королева жезлов – архетип сильного человека, которого жизнь ставила на колени не единожды. И каждый раз королева жезлов находила в себе силы подняться. Она не озлобилась, она не замкнулась в себе, она просто стала более аккуратно, элегантно относиться как к взаимоотношениям, как и к своим собственным планам. Понимание, что обстоятельства я не могу изменить, людское мнение тоже, поэтому правильно работает с информацией, анализирует, не выносит, не торопится кому-то выносить вердикты. Наоборот, она где-то, может быть, продуманно оценивает, как мне может быть полезен тот или другой человек. Но она умеет правильно распоряжаться деньгами и жизнь свою обустроить в какой-то более правильной последовательности. И причиной тому какой-то долгий период неудач. И вот это именно будет продолжено. И я думаю, вы переложите сейчас на обстоятельства вашей жизни и проанализируйте, что же на самом деле имеет смысл продолжать, а что пытается от вас оттолкнуться. Чем не соблазняться? Давайте узнаем. Эмоциями. Вот это точно. С одной стороны, король кубков. Это вас, это наших близких. О эмпатии, о радости, о любви. Но вообще это эмоции. И здесь, знаете, нельзя все или обо всем судить только с позиции эмоций. Хотя эта карта иногда символизирует наших близких. Вот, мои дорогие, здесь все-таки в позиции выпала эта карта, чем не соблазняться, правда? Значит, ваше мнение и мнение даже ваших близких людей, оно может не совпадать. И вы не должны, дабы быть правильно понятым, например, да, или чтобы вас приняли словно на все 100%, наступить на горло собственной песни и вернуться обратно, словно вот в этот аркан повешенный, вот в эту норку. Или как повторить какой-то день сурка, это точно нет. Даже близкие люди,
Вы знаете, они порой боятся, когда мы меняемся. Мы становимся менее прогнозируемы, менее предсказуемы. А для людей наших близких, для них удобнее, в хорошем даже смысле, когда мы понятны. А когда мы что-то задумали и начинаем свою жизнь где-то менять, они смотрят и думают: ух ты, а что ж дальше ожидать? А что же это будет? И к чему это все придет? И тем не менее, карта говорит: вот держи какую-то дистанцию, понимаешь, что близкие это да, но они тебя по-своему видят. Но есть твоя жизнь, и есть какая-то твоя, как верховная задумка, или твоя миссия. Ты пришел в этот мир быть счастливым, и поэтому построить свою жизнь в той концепции, как вы этого хотите, а не как хотят, может быть, окружающие подстроить под собственное удобство, или даже, если близкие не совсем разделяют ваши планы. Это не повод возвращаться назад или от чего-то отказываться. Вот на это как будто не соблазняйтесь. Здесь нужно правильно проанализировать что-то. И короля кубков единственная карта в колоде, которая где-то отчасти походит на карту мага, у которого все стихии в руках. А у короля кубков две стихии в руках. Первое – это эмоции, кубки, а с другой стороны – это материализм. И сила его в том, что при решении материальных вопросов он более чем рационален. Он не кидает туда эмоции свои и не делает жизнь более путанной. А все, что касается, наоборот, эмпатии, чувств, любви, нежности, ласки, он готов проявлять в полной мере. Это одинаково относится как и к девочкам, так и к мужчинам. Мы говорим об энергии. И поэтому вам придется переключаться между одним и между вторым. Не складывайте в одну корзину и яйца, и камни. Тогда не будет какой-то путаницы. Вот на путаницу не надо соглашаться. А на что же соглашаться нужно? А вот смотрите, баланс, карта баланса. Вот действительно, может быть, даже и придется какие-то разговоры, знаете, в таком добром ключе пытаться человеку конкретному объяснить, чего же вы хотите. Может быть, вы представляли, что человек понимает по умолчанию, а человек не понимает. Значит, вам придется объяснять. Может быть, объясните не один раз, чтобы быть правильно понятым. Почему, к примеру, вы поступаете или хотите поступить, или выбираете что-то, от чего-то отказываетесь. С другой стороны, на что соглашаться, куда-то не торопитесь. Может быть, правильно что-то просчитать. Будьте готовы к тому, что может прийти разного рода информация. Раз. Могут быть в течение июня не случайные случайности, когда вам придется очень быстро принимать решения. С одной стороны, карта баланса или умеренности, мы ее так называем, когда мы никуда не спешим. Но значит, тем не менее, будут в течение июня те дни, когда это решение вы не можете отложить на потом. Вы не можете упустить какую-то возможность, может быть и так. Смотреть на ситуацию отстраненно. Отстраненно, чтобы она не цепляла вас эмоционально, но и в то же время, чтобы вы словно не находились в силках материализма. Может быть, вам придется объединять возвышенное и земное. Вот несколько карт ведь уже об этом говорят. Но это сделать будет совершенно необходимо, потому что вам это буквально помогает. Есть ваша какая-то идея, цель, намерение, чего вы хотите достичь, новое качество жизни. Но добрые дела наспех не делаются. И вы можете, кстати, поступить так, и на что соглашаться. Где-то карта даже советует. Поступить так, как от тебя никто не ждет. Что-то переиграй или сделай так, как будто ты ломаешь стереотип о себе. Чтобы люди, они тебя могут даже просчитывать, да, или думать, как ты поступишь, что ты ответишь, а ты сделаешь что-то такое альтернативное, чего от тебя никто не ждет. И на это как будто нужно согласиться. Это отчасти вам помогает. Тут может быть и прогресс, и праздник после победы, в том числе и материальный успех. Здесь как будто вырисовывается и личная история, тоже в какой-то красивый узор. Но будет зависеть от ваших желаний. Давайте мы откроем последнюю карту, чего опасаться. Не давите своим авторитетом. Не думайте, что ваше мнение единственно правильное. Опасайтесь буквально что-то разрушить или от чего-то резко отказаться. Поэтому это ведь карта независимости. Может быть, кому-то хочется этой независимости, но может быть,
По крайней мере, в июне. Здесь больше на взаимодействие, здесь больше... вот отчасти ведь карта повешена, это тоже где-то независимость. Это человек себя позиционирует так, как цельную личность, и мои планы, намерения словно на первом месте. Но мы живем среди людей, и от того, как мы сумеем договориться, от этого тоже зависит качество жизни. А по королеве мечей это где-то про образ Юдифии мы знаем. Муж отрезала, так отрезала. Она надеялась сама на себя. Это, безусловно, опять же, сильная позиция. Но там буквально она сама проделала какой-то путь. Поэтому вам карты все предыдущие где-то говорят, будут все-таки те детали, вопросы или какие-то темы, когда взаимодействовать с окружающими совершенно необходимо. Может быть, вы будете собирать информацию, принимать какие-то важные решения, вот что должно быть продолжено. Все то, что я сказала по карте королевы жезлов, вам буквально помогает. А если вот где-то так холодно, непримиримы, то опасайтесь этого каким-то, значит, образом. Вам это может помешать. И я вам даже скажу самый простой пример. Вы, допустим, думаете, что нет, вот что-то должно быть продолжено именно так, как я себе это представляю, да, и не идете на какой-то диалог, а другой человек, неважно в какой сфере жизни, ждет от вас этого диалога. И если не получается откровенных разговоров, прояснить какую-то ситуацию, обстановку, дело, тогда человек может встать перед выбором и решить, что, ну, раз не идут ко мне на контакт, или раз мы не можем никак какую-то тему обсудить, тогда я делаю выбор, а вас поставят перед фактом. Нет гарантии, что вот этот факт, который вы узнаете, или выбор человека вас обрадует. Поэтому, может быть, и нам карта говорит, не будь таким холодно отстраненным и непримиримым. Договариваться или держать баланс – это добрая практика на июнь и добрые эмоции. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые представители знака зодиака Рак, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.